Добро пожаловать в мир искусственного интеллекта. Мир, в котором нейросети становятся нашими союзниками и соперниками. Представьте, вы просыпаетесь утром, а ваш личный помощник, встроенный в вашу кофеварку, говорит: «Доброе утро. Вероятность дождя сегодня составляет 30%. Рекомендую взять зонтик». Искусственный интеллект развивается небывалыми темпами. И сегодня у нас на обзоре новый сервис, который умеет из картинки или фотографии делать говорящего аватара. Обратите внимание, на кнопке написано Try Beta, а это означает, что все еще в разработке, и также это означает, что на данный момент можно пользоваться всеми его функциями бесплатно. Для того, чтобы зайти или зарегистрироваться, нужно нажать в правом верхнем углу кнопочку Sign In, зарегистрироваться либо с помощью аккаунта Google, либо с помощью e-mail. Мне проще всего войти с аккаунтом Google. И теперь нажмем на эту кнопочку Try Beta и попадаем в интерфейс этого сервиса. Здесь 3 окна: аудио, характер или персонаж и видео. Во вкладке аудио у нас есть 2 опции. Во-первых, мы можем ввести свой текст. И что очень приятно, здесь поддерживается не только английский язык, как вы видели в самом начале этого видео. После того, как мы ввели текст, мы можем выбрать голос из предложенных. Здесь есть женские голоса, мужские голоса. Также есть мультяшный голос, вот здесь самый последний. И также есть тоже смешной голос. Доктор Ван Фьюжен — это голос сумасшедшего профессора. И вторая опция: мы можем сюда загрузить свой аудиофайл длительностью не больше 30 секунд. Это может быть либо свой собственный голос, либо другой голос. И в конце видео мы посмотрим, как загрузить даже песню. Досмотрите видео до конца, там будет небольшой сюрприз. Следующая вкладка — характер или персонаж. Здесь тоже есть несколько вариантов создания персонажа. Во-первых, мы можем просто загрузить фотографию или картинку. Нажмем на подсказочку, здесь все интуитивно понятно. Это должен быть портрет, лицо должно смотреть в камеру. И также сервис плохо распознает изображения животных и предметов. Пока что эта функция не разработана в достаточной степени. Следующий вариант: мы можем написать свой промпт. Промпт нужно писать на английском языке. Здесь тоже есть подсказочка, как составлять промпт. Отделяете фразы запятыми, опишите в начале стиль, то есть это будет фотография или рисованная картинка. Затем опишите самого персонажа, опишите положение камеры, ближний план либо средний план, опишите задний фон и освещение. И третья возможность создать персонажа, которую нам предлагает сам сервис. Есть такая кнопочка Randomize Prompt, то есть генерируется промпт случайным образом, и у самого сервиса здесь есть несколько персонажей, их можно вот так пролистывать, и через какое-то время они начинают повторяться. Мне здесь понравился один персонаж, сейчас мы его найдем. Вот такой молодой вампир. Если вам не нравится конкретно это изображение, здесь есть еще одна вкладка Randomize Seed. Из этого же промпта будет создавать нам другие изображения этого персонажа. И теперь давайте я введу текст, который я подготовила. Текст должен быть не больше 300 символов. И само видео здесь поддерживается длиной не больше 30 секунд. И давайте выберем голос. Попробуем вот такой голос. Lucky, a solitary fantasy can totally transform 1 million realities. И нам теперь остается только нажать кнопочку Generate Video. Пока видео будет генериться, я нажму на паузу. Видео готово, давайте прослушаем. Искусственный интеллект — это не только алгоритмы. Это и философия, этика и глубокие размышления о будущем. Мы находимся на пороге новой эры, когда машины смогут создавать произведения искусства, сочинять музыку и даже любить. Но они также могут совершать ошибки, быть предвзятыми и даже опасными. А также все наши предыдущие видео хранятся вот здесь, в библиотеке My Library. И давайте теперь попробуем еще другого персонажа. Создадим его из промпта. Я подготовила свой промпт. Для промптов здесь еще есть настройки. Можно ввести негативный промпт, но в принципе без него он тоже справляется хорошо. И я поменяю текст. И соответственно выберем женский голос, поскольку я хочу женского персонажа. Здесь мне нравился вот этот голос. И теперь нам нужно сгенерировать нашего персонажа. Нажмем Create. Вот, создал нашего персонажа. Хотя я и написала, что это фото и высокое разрешение, все равно картинка немножко рисованная. Ну что ж, делаем так, как есть. И снова нажимаем Generate Video. Посмотрим, что получилось. Искусственный интеллект знает вас лучше, чем вы сами себя знаете.
Интеллектуальные машины проникают во все аспекты нашей жизни. Но они также вызывают вопросы. Кто контролирует искусственный интеллект? Как мы обеспечиваем безопасность и прозрачность? Ну что ж, вот такие чудеса способна творить нейросеть. И давайте еще третьим способом создадим персонажа, просто загрузим картинку с компьютера. Для этого я обновлю страницу, здесь нажму плюсик, возьму подготовленную картинку, такой мультяшный персонаж, соответственно выберем мультяшный голос, вот здесь он самый последний, и напишем ему текст. И снова нажимаем Generate и смотрим результат. Искусственный интеллект — это не конечная цель, а лишь начало пути. Мы должны обучать его эмпатии, справедливости и ответственности. Мы должны создавать не только умные машины, но и добрые. И напоследок, друзья, я, как и обещала, загружу аудиофайл. У меня подготовлена музыкальная композиция. Она создана с помощью другой известной нейросети, которая называется Суна. Как вы помните, композиция должна быть не дольше 30 секунд. Также я загружу подготовленную фотографию. Снова нажимаем Generate Video и прослушаем результат. Искусственный интеллект в волшебных сетях считает биты, как звезды на небе. Он алгоритмом плетет, как нить в косе. Виртуальные миры перед нами раскрывает. Ну что ж, друзья, вот такая чудесная нейросеть в бета-версии. Пока что все бесплатно. Если хотите послушать песню полностью, оставайтесь и слушайте. Если видео понравилось и было полезно, ставьте лайки, пишите комментарии. И до новых встреч! Искусственный интеллект в волшебных сетях считает биты, как звезды на небе. Он алгоритмы плетет, как нити в косе. Виртуальные миры перед нами раскрывает. Каждый код его магия тайная. Жизнь в цифрах танцует, музыка бескрайняя. В ночи сияет экран волшебства, наши мечты превращает в явь. Виртуальный волшебник в этой тьме. Его свет ярче любого огня. Миры создает в сети и воображении. Нас зовет за собой сквозь времена. Виртуальный волшебник в этой тьме. Его свет ярче любого огня. Миры создает в сети и воображении. Нас зовет за собой сквозь времена. Пиксель за пикселем строит сказку. Каждый бит как удар сердца в ритме. Цифровая